Следующую песню я сочинил, если память мне не изменяет, около 5 лет назад. Эту песню я посвятил очень большой глобальной теме. Песня называется «Война и мир». Жизнь нам дается один раз, и мы должны воспользоваться этой жизнью и дарить друг другу любовь. Мы должны постараться сделать все возможное для того, чтобы обеспечить достойную, спокойную жизнь нашим детям. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Димаш Сан-Франциско. Дорогие друзья, сегодня у нас телемост опять со столицей Кыргызстана, Бишкеком. Здравствуйте, Чинара! Здравствуйте, Динара, очень приятно вас видеть. Чинара. Здравствуйте, зрители! Мы здороваемся со зрителями нашего канала, говорим доброго времени суток вам, потому что у нас вечер. Дорогие друзья, вот сегодня у нас в гостях Чинара. Оказывается, Чинара – давний поклонник Димаша Кудайбергена. Да, я давний поклонник, можно так сказать. С 17-го года Димаша знаю, почитаю его талант. Нам надо сразу сказать нашим телезрителям, что вы являетесь сестренкой уважаемой Анархан Эже. Да, Анархан Эже, которая буквально на днях давала интервью. Она моя родная сестра. Мы с ней с детства очень много, особенно в моем воспитании, становлении, да, она очень большую роль сыграла с самого детства. Мне очень было приятно, что она имела возможность давать интервью, поделиться. Она такой мудрый человек с большим жизненным опытом. Она может очень многим поделиться. Вот она моя родная сестра. Я могу гордиться ею. Всех очень приятно то, что вся ваша семья участвует в наших видео, в наших интервью, да, в нашем канале. Мы все вас благодарим за это. Да, я тоже вас благодарю за эту возможность пообщаться с поклонниками таланта Димаша. Прежде чем готовить это интервью, с вами пообщалась немного. И узнала, что, оказывается, несмотря на то, что вы живете в одной семье, как говорится, в одно время, у вас две разные судьбы с сестрой. Вы не могли бы немножко рассказать о себе, о сестре? В чем ваше различие? Я слышала, что вы, оказывается, христианка. Это так? Да, да. Да, у нас большая, дружная, крепкая семья. Я могу сказать, что с ней очень мне повезло с самого детства. И уже сразу наперед, уже переходя, я хочу сказать, мы с сестрой, у нас такая мечта собрать наши воспоминания и издать книгу о нашей семье, о нашем детстве. Ну, есть о чем рассказать, да? Да, действительно, мы из одной семьи, одно воспитание, одни родители. Но история человечества такова, что у нас очень много возможностей все равно. У нас очень широкие возможности выбора. И вот на данный момент я, допустим, в семье христианка, и моя семья, а остальные, допустим, есть мусульмане, и есть, которые остаются атеистами. Но это никак не мешает нам любить друг друга. Мы в мире, в любви, потому что любовь только объединяет. И дальше об этом мы поговорим, о силе любви. Вы говорите о том, что любовь всех объединяет, а это является главным лейтмотивом вообще всего творчества Димаша Кудайбергена. Я знаю, что вам нравится особенно песня «Война и мир». Это так, да, Чинара? Да, «Война и мир» – это такая песня.
Я сначала, когда увидела в его канале, вот что песня Димаша называется «Война и мир». И так интересно, как Льва Николаевича Толстого, да, есть такая «Война и мир», мы зачитывали в школе, да, и с таким интересом послушала, и действительно там очень такой посыл, призыв такой, что он ищет любви, что в мире столько жестокости, от этого только выход один, только любовь может все остановить. Любовь может излечить, исцелить людей, объединить. Да, эта песня мне нравится. Я знаю, что музыку сочинил Димаш, а текст китайский поэт. Да, эта песня меня очень впечатлила в свое время, и часто эту песню слушаю. А вот вы говорите, что у вас семья одна, но интересы разные. Вы не могли бы рассказать нам, почему? Потому что нам всем очень интересно, как вы в одной семье вот так толерантно все это соединено, все вот эти религии, ислам, христианство. Очень интересно. Расскажите, пожалуйста, о своей семье более подробно, если это можно, конечно. Ага, да, мы выросли в большой семье и учились, и наша семья была, ну не скажу стопроцентно, но в основном были отличники. И в то советское время нам, мы очень много читали. Мы действительно была читающая страна, читающая семья. И старшие, да, и младшие потом, читали много, а я вообще зачитывалась, мировая художественная литература. В наше время в основном это Европа и Америка, да. И я вот читала много, и старше. И вот когда много читаешь, тогда и кругозор шире, и мировоззрение тоже шире. И вот в советское время мы воспитаны как атеисты. В дальнейшем кто-то избрал путь мусульманства. А вот я как-то очень плавно перешла к христианству. И очень много у нас по образованию, даже у нас очень много технического направления, инженеров много. Я сама тоже инженер, я политехнически заканчивала, 22 года работала инженером, а сестра у меня гуманитарий, а вот она русский язык и литература, да. И я, хотя очень много лет работала инженером, а в данное время я уже, можно сказать, стала гуманитарием. Я сейчас переводами занимаюсь. А насчет религии, история помнит такие времена, допустим, Великий Шелковый путь. И очень большая история, если сами почитаете, может быть, еще очень хорошо знаете. Определенные были исторические моменты, когда между религиями были столкновения. Но история помнит и такие страницы, да, такие времена, когда разные религии могли без войны как-то решать свои проблемы. Да? Вот эта дорога есть, и они вот эти караван-сараи, и там же могли и иудеи, и буддисты, и мусульмане. Каждый останавливается, там отдыхает, молится по-своему, и друг другу как-то не мешали. Это дает нам такой хороший пример, что мы можем так жить, потому что войной и враждой ничего не решается. Потому что, допустим, у нас в христианстве мы не воюем против человека. Наша, можно сказать, не война, а борьба, да, это с грехом человеческим, с грехом и со злом, вот, но не против человека. И это мы должны как-то принять, и вот это мы не должны сеять вражду межнациональной, межрасовой, межрелигиозной. Это не выход. История уже много раз доказала, и надеюсь, что мира на земле будет больше. Если семьи существуют, где мирно живут с разным мировоззрением, это значит, и в обществе можно так жить, и между государствами
В это я верю. Мы придерживаемся такого, что можно договариваться, можно решать, можно как-то объединяться вокруг главного. А главное, чтобы люди как-то были созидателями, люди жили, чтобы реализовывали себя, любили друг друга, заботились, чтобы сильные заботились о слабых. Вот об этом. И такая история получается в нашей семье. Мы, допустим, что я христианка, ну, с большим уважением, с почтением. Это мой личный выбор, потому что никто никого не заставляет. У каждого свое убеждение, у каждого свой путь. А в главном, что мы кровные, родные и ничего против друг друга не имеем. И все это очень просто. На самом деле все просто люди мы любим, к сожалению. Да, я с вами согласна, что на Великом Шелковом пути даже кодекс Куманикус, это закон о таможне, был написан на латинском языке, потому что это был такой вот межнациональный язык, и я думаю, что, может быть, и религия была не одна, их было множество, потому что на Да, Великом пути сходились большое количество народов, народностей, национальностей и так далее. А вот да, как можно понять? Для меня, например, это очень непонятным является то, как вы в Кыргызстане, ну, Кыргызстан светское государство, это не да. мусульманское государство, как вы, ну, несмотря на это, конечно, мы знаем, что в основном люди, значит, уважают ислам. Как вы в такой стране вдруг христианство не укладывается в голове? Как это так получилось? Это очень просто. Это очень просто. Просто такое общественное мнение, что христианство как будто к нам пришло, допустим, через Россию или через Запад в последнее время. На самом деле историю можно почитать, что в первом веке еще были гонения на христиан, да, Великий Шелковый путь до нашей эры уже существовало, да, и люди всегда постоянно курсировали, общались, и в первом веке уже на территории Центральной Азии уже очень много было несторианцев. Это тоже вот христиане, которые знают Христа. И в настоящее время очень много археологических раскопок и артефактов, да, что здесь были христиане. Вот такие каменные, вот такие изваяния, да, вот там изображение креста. И, да, вот и в первом веке у нас как-то есть, ну не знаю, насколько это научно доказано, в Тюпе, что апостол Матфей похоронен, что там были гонения, они вот отсюда пришли, до Иссык-Куля, да, и там, что есть захоронение. Ну, над этим ученые работают. И были у нас здесь люди, которые придерживались. Если историю почитать, и тех людей, которые приняли Христа, называли тарсами. Тарсы. И это тоже по истории можно найти. И как? То есть до того, как до России, здесь уже были люди, которые верили наши. Вот еще в первом веке, в третьем веке еще очень хорошие доказательства, и в седьмом. Ну, какой-то момент это ослабевало, какой-то момент как-то усиливалось. Ну, как последние, потом как-то в восьмом веке уже ислам здесь усилился, потом как-то, ну, всю историю не буду рассказывать, лучше почитаете, да, из хороших источников. А почему я стала христианкой? Ну, я не помню прямо такого, что я из одного лагеря прямо в противоположный как-то перебегала. Вот такого ощущения нет. Потому что мы были атеистической страной. Да. Нам говорили, что Бога нет. Бабушка говорила тайне, мама говорила, что Бог есть. И хоть мой папа, он был коммунистом, но все равно как-то Кудай, вот мама тоже вот как-то они упоминали, что Кудай, говорит, Бог смотрит и видит, да, и как-то вот это как-то в школу ходишь одно, а дома другое, да, ну я задумывалась, да. А потом я читала же, говорю, что мировая художественная литература, это в основном Европа, и мы очень много читали со школы, с первого класса. Это Пушкин, это Лев Толстой, Чехов,
Достоевский дальше. Я Романом Роланом зачитывалась. У него 14 томов, из них 12 я прочитала, а последние, ну там письма какие-то документальные, мне уже не интересно было. Дюма, Гюго, Джек Лондон, вот этими зачитывались. Это христианские писатели. И раз уж я читала, мое мышление все равно принимаешь то, с чем или с кем общаешься. И когда я увидела Библию, читаю, я ничего, что можно бы противопоставить, да. Это было все как будто родное мое, понятно. Призывы такие к миру, к любви, к созиданию, к творчеству, да. Ценности семьи. И думаю, о, это все мое. Вот так. И нормально. И когда Библию увидела, я так посмотрела, ну, за неделю прочитаю. Начала читать, это очень сложно. Люди годами читают, до конца не доходят. Читала и нашла те ценности, которые отвечают моим духовным запросам. Нормально. Вот так и получилось, что я такая христианка. Это с 80-х годов я интересовалась Библией, много лет узнавала. Диалоги у нас были с верующей коллегой, а в 2008 году, это очень долгий путь, да, и я приняла, что это то, что отвечает моим духовным запросам. В этой среде, в такой духовной среде, я, можно сказать, как рыба в воде. Это родное для меня. И нормально. Вот так получилось. То есть вы пришли к христианству через художественную литературу, через западную художественную литературу. Да. Не могли бы рассказать, ну, вы же ислам тоже знаете хорошо очень, не понаслышке, как говорится, знаете Коран, столпы, по крайней мере, Корана. А в чем различие Библии, Корана или, наоборот, сходство? Ну, в двух словах. Ну, в общих чертах и все религии, вообще-то ценности такие обычно призывают к миру, к любви, как-то взаимопониманию. Но я не могу сказать, что я очень хорошо изучила ислам. Ну да, я знаю, что там 5 столпов веры, что знаю, что Мухаммед – это пророк, и как-то у меня очень знакомых много, среди родных много мусульман, да, но я не могу сказать, что я эксперт в этой области, но в общих чертах знаю. И Бог не говорил, чтобы мы противоставили людей друг другу, да. И можем без особых так, противоречий договориться и решить проблему. И опять же, все объединит любовь. Если в семье объединяет нас любовь, да, и в обществе тоже можно. Просто дело в том, что насколько в обществе много будет людей, которые устремлены к миру. Вот так. Не через силу доказывать. Но вообще у нас какая ценность? Сила дается для того, вот если один сильнее другого, это для того, чтобы он заботился о слабом, но не для того, чтобы давлеть над слабым. Вот это, конечно, мы понимаем, но как в жизни, наверное, получается по-другому. Сила, да, чтобы ты жалел, чтобы ты поднимал этого слабого, лечил, учил. Вот для этого, ну, это нам говорит наша христианская вера. И я думаю, что и в исламе точно так же. Но куда мы, люди, как можем это использовать, это получается где-то от нашего воспитания, а где-то, может быть, от какого-то влияния. Вы живете в Кыргызстане среди мусульман. В основном же люди ну, мусульманского толка живут вокруг вас. Я не говорю о том, что они 5 раз читают намаз. Это те люди, которые придерживаются определенных традиций, да? Однако же они мусульмане в общем смысле этого слова. Как вам живется в Кыргызстане? Ой, прекрасно, прекрасно. Я думаю, что история нашей страны такая, что мы же, как, опять же, Великий Шелковый путь, да, кочевники, да, кочевые народы. Кочевые народы, насколько они гибкие, вот с одного места перекочевали и не противопоставляет себя, принимает то, что хочет принять, что не принимает, не будет противодействовать. И я думаю, раз уж по этому шелковому пути многие
народы проходили, уже вот как же люди спокойно принимают, ну, как вот это слово есть толерантность, да? Этот человек, вот эти люди такие прошли, да. Спасибо, что вы другие, ну, это нас обогащает. Другие на другом языке разговаривают, по-другому одеваются, по-другому живут. Вот они вот по каравану прошли, нормально, классно. Потому что моя бабушка, мамина мама, она очень долгую жизнь прожила, 102 года прожила. Вот она рассказывала, что ее отец, дед, они были вот именно связаны с Великим Шелковый путь. И вот они были купцами. И видите, и вот очень интересные рассказы были. И мне кажется, вот эта терпимость, когда нормально переносить, не идти как-то к радикализму, нормально все это воспринимать, это, мне кажется, в нашей истории, которая веками складывалась. И это у нас есть, это очень хорошая черта, это наша ценность. Главное вот это не растерять. Хороший человек, какая мне разница, да, он не вредит моему государству, он не вредит моей семье, налоги платит. Ну, почему нет? Но если, конечно, ну, законы тоже вокруг этого все рассмотрено в законе. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим о том, что Димаш по своей национальности казах. Мгм. Он, оказывается, ездил также и в Мекку, Медину, да, значит, делал хадж. Но вот и все же мы говорим, что Димаш в своем внутреннем состоянии, он толерантен, он принимает все религии. А, Поэтому, наверное, и существует эта песня «Война и мир», посвященная миру на земле. Да, вот когда вот о толерантности говорим, тоже очень как-то это такой термин, допустим, толерантность в медицине, это ну, не совсем хорошо, да, толерантность. Ну, мы, когда об обществе говорим, мы знаем, в каком смысле применяем. Это как терпимость, да, это как-то без агрессии относиться. А в медицине как-то толерантность уже в прямом смысле это не совсем хорошо, да. Но толерантность мы сейчас понимаем, в каком смысле. Это терпимость, это воспринимать. Да, вот эта песня «Война и мир», очень хорошая песня. И это тоже нехорошо, когда есть такое движение, когда все религии в одну кучу. Вот это, ну, это не есть хорошо. Если я с уважением отношусь к другим религиям, это не говорит о том, что мы должны просто ну, в кашу превращать не нужно. Мы своего придерживаемся в чистоте учения, да? Другие тоже в чистоте свое сохраняют. Так. А Димаш чем интересен? Это такое феноменальное такое явление нашего века, может быть, тысячелетия, что это человек, который вырос в любви. Мы видим, какая семья, да, что с самого детства он вырос в любви, в такой творческой среде. Его окружали творческие люди. И поэтому он такой сформировался. Это вообще такое большое благословение. Вот как моя сестра сказала, что я горжусь, что я с ним в одно время живу. Да, это точно так же я могу сказать. Это очень большая удача, что мы его знаем, что он есть, а вот что он, как все религии, ну, лучше так скажу, Димаша любят очень разные люди из разных религий. И мусульмане, и христиане, даосисты, буддисты. Когда дело идет о любви, мы уже забываем свои различия. Все расы его любят, все нации, любые государства, и сильные государства, и не очень сильные, не скажем слабые, да, маленькие и большие, дети и старики. И вот опять же я хочу сказать об объединяющей силе любви. И, наверное, он не хочет, чтобы все религии объединились. Он, наверное, хочет, чтобы объединились люди всех религий, будучи разными, но объединиться для мира, чтобы дети не погибали, чтобы матери не плакали, чтобы кровь не проливался. Бог нас не для этого создавал,
чтобы мы зло творили. Бог создавал, чтобы мы добро творили. Вот этим мне нравится его творчество. Вот этим, когда несет вот этот его посыл к миру, к объединению, к любви, к заботе, вот в этом я нахожу, что очень много созвучного с моей верой, что чему христианство учит, вот это есть именно в призыве к миру. Да, это здорово, что вы так давно уже являетесь, так скажем, фанатом Да. Вергена и его творчества. Это очень радует нас. Как вы считаете, вот в перспективе у Димаша, какие перспективы будут в будущем у Димаша? Какие-то, может быть, новые направления появятся в его творчестве, новые композиторы, новые стихи. Я вот чувствую, что у него сейчас какое-то направление меняется. Он больше делает упор на какое-то философское понимание жизни. Это так, как вы считаете? Да, это насколько такой человек, что с поиском, да, не только творческим, мне кажется, что у него и духовные поиски. И я знаю, что он в хадж ездил, и в его... Я не могу вспомнить, как называется эта песня, когда в конце он шел, и за ним следовали люди, вот кто-то с крестом, кто-то разных религий, да. Да, он как-то вот больше, наверное, думает не... Он человек очень широкого мышления, он думает о судьбе всего человечества, по-моему. Не зря все человечество, ну, разные страны его любят и понимают, да. И мне кажется, что у него творческий рост дальше будет. Я не могу сказать, это насколько такой талантливый человек. Возможно, он будет фильмы снимать. То есть тот посыл, который он хочет передать людям через песни, наверное, не только через песни. Но я уверена, что он обязательно книги напишет. Я в этом уверена. Вот обычно такие люди с богатым жизненным опытом, такой насыщенной жизнью, они обязательно пишут книгу. Он напишет книги. Возможно, он будет снимать фильмы. И желающих, которые будут с ним сотрудничать, тоже будет много. Это говорит о том, что среди людей очень много таких людей, которые точно так же, как Димаш, хотят мира. Точно так же хотят, чтобы люди помогали, взаимодействовали и развивались, чтобы созидали. Вот об этом, да. Я и пожелаю ему, чтобы у него Гелечери Генболсон у нас говорится, да, чтобы у него такое светлое будущее было, такое созидание, чтобы он реализовал максимально свои таланты, таланты своей семьи. Ну, всего хорошего я ему желаю. Ну, конечно, и таких людей, как Димаш, да, чтобы много было, чтобы реализовывали себя, не ограничивали. Спасибо большое за это прекрасное интервью. Мы хотим сказать, дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, потому что впереди будет много интересной информации. Мы хотим поблагодарить от нас, от телезрителей нашего канала, от всех нас, вашу семью за такую огромную любовь к Димашу, за то, что вы поддерживаете его творчество, как и миллионы людей на земле. Хотим вашей семье пожелать всего самого наилучшего, чтобы вы тоже реализовывались в разных направлениях. Здоровья крепкого вам, счастья, благополучия и мира. Самое главное, мира. Да. И вам я, в свою очередь, хочу сказать всем, вам, Джанар, да, и всем зрителям, всем поклонникам Димаша, и пусть у вас будет все так, как вы хотите, и еще лучше, и пусть всегда у нас будет мир, и чтобы мы всегда были за мир, за любовь, и в наших семьях тоже Господь пусть даст большое благословение. Спасибо. До свидания. До свидания.